Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку необыкновенно вкусный, мега-сливочный, очень влажный бисквит «Молочная девочка». Многие меня просили в комментариях приготовить именно такой бисквит. И вот сегодня я показываю, как правильно его приготовить. В горячем виде еще вот так он превосходно нарезается. Получается необыкновенно вкусным, ароматным, мега-сочным и влажным. 5 яиц я сейчас разделяю на желтки и белки. Яйца среднего размера, комнатной обязательно температуры здесь берем. Отставляю пока яйца в сторону и буду взбивать сейчас сливочное масло. Размягченного сливочного масла я здесь беру 250 грамм. Взбиваю сейчас масло примерно 2 минуты. Добавляю туда сахар ванильный 8 грамм и примерно 40 грамм сахара, то есть 1/3 от 120 грамм сахара туда добавляю. Также добавляю туда 175 грамм сгущенного молока с сахаром, то есть обычной сгущенки. И взбиваю сейчас эту смесь, то есть масло со сгущенкой, еще последующие 2 минуты. И сгущенка, и масло, и все остальные продукты должны быть обязательно комнатной температуры. По прошествии этих 2 минут взбивания я добавляю туда 5 желтков и взбиваю еще примерно 1 минуту. Масса будет очень нежная, глянцевая, такая красивая. Добавляю туда сейчас щепотку соли и просеиваю 275 грамм муки. И заметьте, разрыхлитель я туда не добавляю, это именно бисквит, это не кекс. То есть мы готовим это все без разрыхлителя. Не нужно переживать, если вы все это взбивать будете, как я вам показываю в видео, у вас все прекрасно поднимется и получится. И сейчас взбиваю белки. То есть белки заранее не взбиваем, иначе они осядут. Оставшуюся часть сахара порциями ввожу в белки. Примерно 80 грамм у меня здесь осталось сахара. Белки я взбивала моим маломощным миксером примерно около 4 минут. Здесь очень важно, если вы даже будете взбивать все это в планетарном миксере, нужно разделять и в планетарном миксере яйца на желтки и белки и готовить это именно вот таким способом, как я сейчас вам показываю. Очень бережно, круговыми движениями я вмешиваю взбитую белковую массу уже в тесто. Первую часть белка нужно вмешать очень тщательно, чтобы потом уже оставшаяся белковая масса гораздо легче вмешалась в это тесто. Очень важно вмешивать лопаткой, ни в коем случае ничего не вмешиваем миксером. Сейчас духовка у меня уже разогрета заранее на 160 градусов Цельсия. Выпекается этот масляный бисквит на такой пониженной температуре, иначе будет подгорать верх и дно бисквита, и также шапочкой он пойдет у нас. Поэтому выпекаем на 160 градусах Цельсия. Я взяла здесь в качестве формы кондитерское кольцо без дна, застелила его просто фольгой. Выкладываю туда сейчас все тесто. Вы можете выпекать также и в обычной форме с дном. Если вы будете в обычной форме выпекать, вы можете, естественно, дно застелить бумагой для выпечки. Выпекать буду при температуре 160 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции, примерно 60 минут. Духовку во время выпечки, конечно же, ни в коем случае не открываем. Духовки у всех разные, возможно, в вашей духовке понадобится на 5 минут дольше или меньше. Смотрите внимательно по состоянию вашего бисквита. Проверяем деревянной шпажкой на готовность этого бисквита. Бисквит у меня испекся. Вот такой красивый он получается. У меня прошло примерно 60 минут. Проверяю для вас деревянной шпажкой. Она выходит сухая и чистая. Сейчас я его сразу, еще пока он даже не остыл до конца, извлекаю из формы. Он превосходно отстает от формы, то есть не нужно здесь ничем смазывать ни бока, ни дно формы. Вы также можете и в форме с дном его выпекать. Это все на ваше усмотрение. И как я уже сказала, если вы будете использовать форму с дном для выпечки, тогда нужно застелить ее обязательно бумагой для выпечки. Сразу же сейчас буду нарезать при вас. Его также можно заморозить, этот бисквит, также пару дней хранить в пищевой пленке в холодильнике. Но чем дольше вы его будете хранить в холодильнике, тем больше из него будет уходить вот этот именно сливочный такой аромат, как у молочной девочки. То есть его перепутать ни с чем невозможно, этот аромат у этих коржей и также у этого бисквита. Поэтому настоятельно советую, если вы его захотите использовать в торте, сразу его использовать
буквально в этот же день или на следующий день в торте. Он получается не клеклый ни в коем случае, он получается мега шелковистый и очень-очень нежный. Я не знаю, могу ли я это передать вам на камере, он еще по сути горячий у меня. Без крошек он нарезается, то есть превосходно, ровно нарезается и на коржи, и на порции. Естественно, вы его приготовить можете и как пирог, и кушать просто его как самостоятельный десерт. Он мега вкусный, этот бисквит. Он чем-то напоминает отдаленно по своей сливочности бисквит Женуаз, но этот бисквит, он просто мега влажный, сочный получается и очень-очень ароматный. Всем советую настоятельно приготовить. В принципе, вот сами коржи я бы не стала пропитывать даже. Единственное, что бы я пропитала в торте, это вот этот корж, который был у нас дном при выпекании, потому что корочка все равно там остается. Здесь показываю, что вот так превосходно он нарезается кондитерской струной, этот бисквит. Идеально ровные сразу коржи, это еще в не до конца остывшем виде, он так прекрасно нарезается. Вот такой он мега нежный и влажный получается. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.